Всем привет! Сегодня на моем канале небольшой обзор вот этого красавца электровоза VL80S 2559 Володя Ленин или Выльник, кто как его называет. Сейчас мы с вами поднимемся в кабину, пройдем по машинному отделению, я покажу и расскажу, что я о нем знаю в двух словах. Вот, кстати, на крыше видно стоит кондиционер, тоже редкий случай. Ну что, давайте поднимемся и продолжим. И вот мы поднялись к нему в кабину. Это вид с места помощника на место машиниста. Кабина очень похожа на VL10 с одним сразу бросающимся в глаза отличием. Это контроллер машиниста. Вот он такой громоздкий, с огромными рычагами на VL10 и небольшой с двумя рычажками на VL80. Сюда вставляется реверсивка, сейчас она у дежурного по депо находится, и управляется тяга электровоза и реостатное торможение, в том числе вот этими двумя рычагами. Но по большому счету реостатным торможением на данных электровозах никто не пользуется, оно разоборудовано на многих машинах, поэтому рычаги есть, но по большому счету они не работают. Что еще сказать? Прибор безопасности здесь у нас, вот как здесь написано, оборудован L168, L159 и КПД-3П. Вот скоростимер электронный КПД-3П. Сюда вставляется кассета регистрации. Вот она сюда вставляется. Идет запись. Запись по большому счету параметров всех тех же самых, что и на бумажную ленту. Здесь у нас фиксируется скорость, стрелочка и цифровое значение тоже. Что еще сказать? Краны машиниста 254-395. Здесь у нас контроллер, который включает при экстренном торможении подачу песка под колесные пары. Приборы тормозные цилиндры, главные резервуары, тормозная магистраль, уравнительный резервуар. Значит, дальше идут у нас напряжение контактной сети. Вот как вы видите, сейчас напряжение 8,5 киловольт, 28,5 тысяч вольт. Далее, что напряжение на тяговых двигателях, это килоамперметр возбуждения для реостатного тормоза, это 2 килоамперметра на тягу. То есть передняя секция и задняя секция первого тягового двигателя, мы видим, сколько у него токи. Это указатель позиций главного контроллера, который находится в машинном помещении. Сейчас будем проходить, я вам его покажу, если будет видно, конечно. Здесь основные тумблера управления электровозом. Сейчас электровоз запущен, токоприемник понят, включен главный выключатель. Единственное, что я сделал, выключил фазорасщепитель, потому что он очень неприятно жужжит и в кабине, и тем более, если когда я буду проходить по машинному помещению, будет очень хорошо слышно. Здесь у нас табло сигнальное. Иконостас, как многие его называют. То есть машинист постоянно голову поднимает вверх. В случае, если, не дай бог, что-то случилось, на нем отображаются неисправности, которые возникли на электровозе. Что еще сказать? Место помощника. Небольшой пультик, у него есть тоже манометр цепи управления и напряжение батареи. Журнал Ту-152, по нему я узнал, что машина приписана ТЧ-5, но в принципе, как и все, большинство VL80 на нашем участке. Год выпуска 1991. Пробег у него небольшой, я посмотрел с постройки, 823 312 километров. Пришел он сюда на Свирь с поездом 5223 тонны. Ну, это нормальный вес для данного электровоза. Этот самый светофор локомотивный. Почему-то мне все время хочется назвать его скоростимером. Какая-то непонятная. Так, радиостанция, транспорт. Здесь у нас пожарная установка, сигнализация и установка ставили. Ну что, пройдемте по машинному помещению, посмотрим, что тут есть. Здесь у нас вход в высоковольтную камеру сразу, первый. Компрессор токоприемника, малыш так называемый. И вот он, фазорасщепитель здесь сверху. Это как на электропоезде D9M, тоже машина, которая крутится, но при этом работы никакой не производит. Валы никакие не крутит, она лишь расщепляет однофазный ток на трехфазный. Шкаф питания здесь у нас на зарядку батареи и питание цепи управления. Проход здесь, как видите, довольно узкий. Оборудование намного больше на электровозе VL80, чем на VL10.
Здесь у нас песочные бункера. И вот он, главный контроллер, вот сверху стоит на трансформаторе. Вот он, виден. Огромная машина с приводом от электродвигателя, с фиксированными позициями. Она переключает обмотки трансформатора встречно и последовательно. За счет этого регулируется мощность электровоза. Все просто. Трансформатор находится вот снизу, не знаю, видно или нет. К сожалению, я сейчас не могу открыть высоковольтную камеру, потому что электровоз включен. И вот эта железная палка, если так упрощать совсем все, которая, вы видите, перед нами красная, идет сверху вот туда и вниз. Это у нас главный ввод, так называемый. То есть вот сейчас на этой железной палке 28,5 тысяч вольт. И вот как близко я от нее нахожусь, вы видите. Ну, меня отделяет вот эта вот заземленная сетка, поэтому я здесь в безопасности. Туда, к сожалению, входить никому бы не посоветовал, потому что поджарит сразу. Не надо даже прикасаться, я думаю, пробьет воздушный промежуток на раз. Ну, пойдемте дальше. Здесь что у нас? Компрессор с электроприводом. Панели тоже с управлением. И уже мы дошли до перехода на вторую секцию. Здесь у нас пневматическая панель управления электровоза. Поднятие токоприемника, включение ВВ и так далее. Переходим на другую секцию. Счетчики, кстати, электрические, вот они здесь стоят. Снова пневмопанель. Вход во вторую высоковольтную. Проход по электровозу. Электровоз переменного тока гораздо сложнее по конструкции, чем электровоз постоянного тока. Здесь больше оборудования, поэтому здесь меньше места. Если вы помните... кстати, вот видно вентилятор МВ4, вентилятор 4. Они там спрятаны в высоковольтных, поэтому особо показать их не могу. Если вы помните, как я делал обзор электровоза ВЛ-10, там было гораздо больше места. Я еще говорил, смеялся, хоть танцуй там. Здесь же, видите, все впритык. Здесь проходишь, очень часто рвутся брюки, рвутся рубашки, пиджаки, задевая за все эти крепления, гайки, болты и так далее. Ну, мы, в принципе, потихоньку дошли до кабины с обратной стороны. Идентичная кабина, естественно, все то же самое. Ну, вот такой небольшой обзор получился. Вот сейчас я сяду на место машиниста, вы увидите, какая видимость с места машиниста. Вот, кстати, видно наше депо Свирь, которое делает техосмотр этим электровозом. Вот место помощника со стороны машиниста. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать вам. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего самого доброго и до свидания.